Здорово, ребят! Меня зовут Сергей, вы на канале Ребра. Сегодняшняя теория посвящена мрачному хозяину леса и самой загадочной лисице игровой индустрии – Алисе. Посмотрим мультик от Диснея, который был снят больше 80 лет назад и имеет прямое отношение к хозяину леса. Поговорим о творчестве Модеста Петровича Мусорского, композитора, о котором упоминает Полина в 4 эпизоде. Выясним, может ли хозяин леса быть связан с SCP-фондом. В прошлой теории мы с вами уже обсудили, что очки Антону принесла не сова, и провели небольшое расследование. Обнаружили сходство следов на подоконнике не с отпечатком совушки, а с лапкой ворона. И это не единственная причина, почему моя теория была именно о вороне. Вот эта руна, очень похожая на след на подоконнике Антона, имеет прямое отношение к нашей сегодняшней истории. Но чтобы во всем разобраться, давайте начнем сегодняшнюю теорию с 4 эпизода, с разговора Полины, ведь именно тогда девочка дает нам невероятно ценную подсказку. Ты будто изменился. Сегодня ты точно какая-то другая мелодия, очень древняя, таинственная. Что-то из Мусорского? Нет, пожалуй. Но чем знаменит этот композитор? Модест Петрович Мусорский, русский композитор, работал в различных жанрах. В его творческом наследии оперы, оркестровые пьесы, циклы вокальной и фортепианной музыки, романсы, песни и хоры. Творчество Мусорского и его талант, по злому уроку судьбы, не были в полной мере оценены при жизни композитора, и только после смерти, с начала 20 века, его опера «Борис Годунов», вокальные циклы «Песни и пляски смерти» и другие произведения уже были признаны шедеврами. Шедеврами не только российского, но и мирового музыкального искусства. Сегодня нам особенно интересно только одно его произведение, написанное в 1867 году и впервые изданное почти через 20 лет, только в 1886. Сочинение для оркестра «Ночь на Лысой горе». Это та самая мелодия, которую улавливает невероятный музыкальный талант Полины. Древняя и загадочная мелодия. Но если Полина, ввиду возраста, стеснения, непризнанности ее таланта, ну или во избежании спойлеров, не настаивает на верности своего вывода, то мы с вами проведем собственное расследование и выясним, как это может быть связано с нашей теорией. «Ночь на Лысой горе» — это колоритная картина шабаша духов тьмы и величания могущественного бога. У этого бога есть собственная древняя руна, изображение которой очень сильно напоминает след мудрейшей и черной, как сама ночь, птицы из моей прошлой теории. Знакомьтесь, настоящее имя хозяина леса и хозяина ночи. Наша сегодняшняя теория о великом Чернобоге, темном властелине, хозяине леса. Только нельзя рассказать о Чернобоге и не упомянуть о Белобоге. Два эти бога стоят вместе и являются проявлением единой силы, силы бога рода. Род – это создатель всего. Боги эти противопоставляются друг другу, но не являются олицетворением добра или зла. Правильнее будет сказать, что они представляют светлую и темную сторону. Бог Чернобог предстает антиподом Белобога и является собой силой разрушения, тьмы ночи, холода и мрака, силы самой смерти. Считается, что пока человек пребывает в мороке и невежестве, а также живет в страхе, он служит Чернобогу. И этот мотив очень хорошо прослеживается и в истории Антона, если выбрать путь страха, боли и унижений, если выбрать путь изгоя. Это объясняет отсутствие выборов по этой ветке на протяжении всей новеллы, ведь Антон отдает себя мраку и ненависти, он теряется в черном лесу, внутри своего собственного израненного сознания, без возможности одуматься, без возможности обратиться к свету. Так или иначе, Чернобог и Белобог у славян почитаются нераздельно. Чернобог – это сторона бытия, которую каждый из нас проходит, чтобы получить бесценный опыт жизни и вырасти духовно,
что в дальнейшем расширяет сознание и направляет наш внутренний компас к свету. И нераздельность света и тьмы подтверждает, что, например, сны, которые никак нельзя отнести к злу, это тоже царство Чернобога, а точнее его сына, бога Сон. В нашем случае олицетворение сна – это зайчик. Понятие добра не существует без понятия зла. Тени не существует без света. А если существует свет, то будет и тень. Даже сам свет, ребята, имеет тень. Обратите внимание на пламя от свечи. Собирая материал, я нашел отличное слово, которое может описать состояние Антона, когда он вспоминает о семье, вспоминает о боли и отстраняется от леса, отстраняется от Алисы. Это слово «просветление». Просветление разума Антона – это выход из состояния тьмы. И здесь силы Чернобога и Белобога идут рука об руку. Сам образ Чернобога многолик и объединен мрачными, темными и отталкивающими чертами. Тотемная птица Чернобога – это ворон. Поэтому руна Чернобога и лапка ворона имеют такое невероятное сходство. Но начали нашу теорию мы с «Ночи на Лысой горе» композитора Модеста Петровича не просто так. Именно эта композиция использовалась в мультфильме компании Disney более 80 лет назад. Я сделал отсылку на компанию Disney в прошлой теории, и вот этот господин ее заметил. Заметил быстрее всех и попал в мое видео. Ты молодец. Называется этот мультфильм «Ночь на Лысой горе» из цикла «Фантазия». Дата выхода мультика 1940 год. На то время этот мультфильм был очень смелым продуктом. Главным действующим лицом является Чернобог, который с наступлением ночи устраивает дикий шабаш, на котором собираются, танцуют и веселятся все демоны и бесы, танцуют души людей и их сны. Но был этот танец непростой, имеет он страшную разрушительную силу. Все, кто танцуют, не могут остановиться, пока этого не захочет Чернобог, или пока танцующие не упадут замертво от усталости. Но не может Чернобог устраивать свои жуткие танцы вечно. С первыми лучами солнца на рассвете ослабляет Чернобог свое влияние на живых и возвращает все на круги своя. Соблюдается баланс. Такой же баланс соблюдается и в мире зайчика, потому что Чернобог приходит только раз в 30 лет. Приходит из места, где даже самым солнечным днем может быть темно и страшно, из непроглядной и загадочной тайги. Выпускает Чернобог на волю своей силы, ночные кошмары. И этот бог достаточно могущественный, чтобы управлять не только снами и кошмарами, но и самим временем и сознанием, как он поступает с Антоном, насылая на него галлюцинации. А также доступно Чернобогу и еще одно измерение – зазеркалье. То самое измерение, которое всегда ассоциируется с темным и страшным миром. Поэтому и пошли поверья, что если зеркало разбить, то это к несчастью. Из раскола попадает в наш мир сила Чернобога и воздействует на нашу реальность. А игра нам это подсказывала, когда Антон у зеркала в доме Полины видел странные искажения реальности. А еще я считаю, что Харитона подставили и обвинили в подглядывании. И тут я увидел зеркало на дверцах платяного шкафа. Там отражалась приоткрытая дверь, нутро коридора. Из щели за нами следил Харитон. Хмурое лицо будто плавало в черных водах темноты. Глаза впились в меня глубже и злее, чем кошачьи когти. Рассекреченный старик дал задний ход, отъехал от двери и канул в варево теней. Это объясняет, почему Полина не видела и не слышала дедушку. А еще, ребята, силы Чернобога уже давно наблюдают за Полиной и Харитоном. Нас отсылают к этому с самого знакомства с девочкой. Она точно заметила странности в тайге. Вот описание Полины с сайта игры. Полина чувствует, что в поселке творится что-то плохое, но не знает, как и кому рассказать о том, что чудится ей иногда в темноте за окнами. Возможно, кошмары давно наблюдают за их домом. Если мы заглянем в графу семейного положения Чернобога, то узнаем, что жена Чернобога – это богиня Мара или Марена, славянская богиня зимы и тьмы. Богиню Марену побаивались, однако уважали. Совместно с мужем Чернобогом богиня Мара олицетворяет равновесие в мире и во вселенной. Несмотря на столь негативный с первого взгляда образ, мы с вами помним, каждому воздается по его заслугам и поступкам. Таков путь баланса и гармонии. Чем праведней будет жизнь у славянина, тем меньше зла и боли ему предстоит выстрадать. Такие вот поверья. У Марены есть несколько детей, и один из них – это бог Сон.
Возможно, это как раз таки тот дух зайчика, который живет в Антоне. Еще Мара – это покровитель чертогов лисицы и всех, кто хочет познать мир волшебства. И тут, ребятки, стоит уделить внимание еще нескольким важным деталям. Во-первых, время, когда случаются основные события. Один из дней почитания Мары – это 13 января. Еще этот день называют Мара Зимняя. Широкой поступью шагает Мара по земле, полная величия и силы. И мир Марены начинался за мостом. В легендах его еще называли Смородиновым мостом, потому что речка, через которую он пролегал, Смородина. А вот в игре Зайчик только название реки поменяли на Ольшанку, а мост, ведущий в лес, остался. Это та самая дорога, по которой идет Антон перед тем, как первый раз встречает лисицу. Это тот самый мост, где последний раз видели пропавшего Вову. Мост этот олицетворяет границу, где смешивается мир живых и мир мертвых. Давайте попробуем найти здесь разгадку, кто такая Алиса. Быть может, Алиса – это колдунья или волшебница, посвятившая свою жизнь служению Маре и получившая ее покровительство. Сама Марена наделила личной замазкой лисицы сверхъестественной силой. Возможно, даровала вечную молодость и умение сливаться с тенями. Мы с вами точно знаем, что Алиса может спокойно находиться в мире людей под светом солнца, в отличие от других сущностей за масками. Сущности эти, а если точнее ночные кошмары, не могут существовать в светлое время суток, когда миром правит Белобог. А вот Алиса может и силы целиком не теряет. Во-первых, она человек, и мир людей для нее, без маски лисы, это ее мир. Во-вторых, Марена не богиня ночи, она богиня зимы и смерти, а сейчас самый разгар зимы, и Алиса может пользоваться силами Марены на полную мощность. Но для чего Алиса все это делает? Возможно, по велению Чернобога и Марены, Алиса помогает выявлять в людях пороки и испытывать их. Это очень хороший мотив, который может полностью объяснить происходящие события, а также даровать нам небольшой шанс на добрую концовку с Алисой. Подробнее об этом можно узнать в моем предыдущем видео «Как спасти Алису». С новыми фактами, которые мы знаем сейчас, прошлый ролик можно рассмотреть немного глубже. Может, Алиса действительно проникнется чувствами к Антону и отступится от Чернобога и Марены? Ведь мы с вами уже знаем, что Чернобог – это обязательный этап от тьмы к свету. Не познав темноты, не увидеть свет. Поверья гласят, что рожденные в чертоге лисы могут показаться окружающим настолько противоречивыми, что их принимают как враждебных. Лисы умеют выходить из безвыходных ситуаций, обладают острым умом и талантом убеждения. Это все как нельзя лучше характеризует нашу девочку-ведьму. Чрезвычайно удачливые и хитрые лисы нередко достигают предела, за которым начинается тьма. Но обычно они пытаются разобраться, где истина, а где ложь, и стараются найти дорогу, исследовать по пути света. И Алиса прекрасно знает эти правила, и она понимает, что те, кто даст отпор, силен волей и чист душой, могут вырваться из ловушки Чернобога. Отдай твое сердце! Отпор не дал, сердце потерял. К мысли о Чернобоге нас привела ниточка музыкальных познаний Полины, но есть и еще одна нить, указывающая на то, что Чернобог и Марена замешаны в нашей истории. И ниточка эта заботливо оставлена самим разработчиком. Если мы зайдем на сайт, на вкладку «Хозяина леса», то увидим надпись «Данные удалены». Эта надпись прямая отсылка к SCP-фонду. Невидимый и вездесущий, фонд SCP находится вне пределов чьей-либо юрисдикции. Он наделен полномочиями всех основных мировых правительств и имеет задачу сдерживания объектов и явлений, которые ставят под угрозу естественность и нормальность этого мира. Фонд защищает человечество от аномальных эффектов, а также сохраняет сами аномалии, пока они не будут полностью понятны или же на их основе не будут разработаны новые научные теории. Визитной карточкой этого сообщества является цензура информации в статьях для придания им большей загадочности и неоднозначности. Цензура путем замены информации на словосочетание «Данные удалены». Я был знаком с фондом SCP и ребрышки начал искать. Ему нужно было убедиться, что это не совпадение, а настоящая отсылка. И ребрышки нашел. SCP-6198. Чернобог. Класс содержания Евклид. Долго останавливаться на SCP не будем. Я оставлю ссылку на видео о Чернобоге и на фонд SCP в описании. Кому интересно, посмотрите. Теоретики,
Ребрышки вместе с разработчиком игры I Know This Place подготовили для вас небольшое испытание, где призом за вашу внимательность будет Steam ключ к игре I Know This Place, а также разработчики игры добавят упоминания о победителях в игре. I Know This Place — это ламповый загадочный проект, в котором вопросов после прохождения первой части будет намного больше, чем ответов. Если вы не боитесь искать ответы, то вам точно стоит побороться. Победителем станут 3 участника, которые быстрее остальных разгадают загадку. В закрепленном комментарии к этому видео будет ссылка на телеграм-канал игры I Know This Place. Подпишитесь на него. У них в телеграме будет ссылка на закрытое видео на YouTube. В этой ссылке не хватает 3 символа в конце. Недостающие символы вы сможете обнаружить, если внимательно пересмотрите это видео. Вводите найденные символы в том же порядке, в котором находите их от начала к концу видео. Когда найдете символы и сможете перейти по ссылке, получите следующие инструкции. А я с вами прощаюсь, всех обнял и удачи вам, теоретики!